Друзья, приветствую вас на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Направляюсь к землянке. Надеюсь, она все еще на месте. Проверить, не сгорела ли она. Кто видел предыдущее видео, знает, что случился, не назвать пожаром, такое задымление. В общем, от жара печи начало тлеть одно из опорных бревен, на котором, собственно, держится все строение. И это очень хорошо, что Карлос вовремя меня разбудил, потому что дыма было очень много, и мы могли вдвоем задохнуться, потому что он сам бы двери не открыл. Вот такие вот дела были. Не очень приятный поход прошлый был. Хотел прийти сразу на следующий день, но дымом так надышался, было плохо. 2 дня отлеживался. Вот. И вот на 3-й день собрался. Карлоса не взял, потому что мороз сегодня. Как по нашим меркам. Мороз. Выходил, было 15 градусов. Но раньше, ночью или пораньше утром, наверное, и того ниже было. В общем, Карлос высунул морду на улицу и сразу засунул ее обратно. Сказал, иди-ка ты, хозяин, сам. Вот такие вот дела. Так, зашел в дебри, сейчас буду пролазить. И, наверное, выйду на большую воду, там проще идти. Красота здесь. Идешь, целина, ни одного следа человеческого. Редко такое сейчас встретишь. Обычно рыбаки такой народ, что какой бы мороз ни был, какая жара, снегопад или дождь, они пойдут в любом случае в то место, где считают, что есть рыба. И обычно идешь уже по следам чьим-то. Хорошо, если просто по следам обуви. Но чаще бывает по следам от бутылок пустых, окурков, всякого мусора. Вот, поэтому вот здесь аж душа радуется. Идешь, красота, никого нет. Я взял с собой бур и прикормку. Хочу прикормить место. И если все в порядке с землянкой, лед уже нарос хорошо, можно без проблем погрузить на санки все, что нужно. А нужно это в основном буржуйку, потому что печку сейчас топить нельзя, потому что может опять загореться. Это в том случае, если она не продолжила тлеть, хотя залил я очень хорошо и не загорелась. В общем, еще пару часов, и мы все узнаем. Ух ты, что-то затрещал лед подо мной. Может быть, родники здесь были. Здесь вода под снегом. Видимо, из этой трещины вытекла. Хоть такой сильный мороз, но сквозь даже небольшую подушку снега, около 5 сантиметров, вода не замерзает. Внизу она жидкая. Поэтому, когда лед устанавливается небольшой, там сантиметров 5-7, и в ближайшее время идет снег, то дальше он очень медленно нарастает. Это хорошо, что сейчас снега немного, и лед успел вырасти сантиметров там до 10, может даже немного больше. Все, почти дотопал. Сижу на месте. Здесь не было сильных подвижек льда, поэтому пока стоит. Но лед, конечно, нарастает очень быстро, и скорее всего при ледоходе ее сломает. Поэтому нужно будет хотя бы дощечки
разобрать, которые прибиты. Пригодятся для восстановления весной. Так, ну что же с избушкой? Ой. Сначала проверю, что там с землянкой. Я ее уже называю избушкой, потому что уже будет перестраиваться под глиночурку. И землей засыпаться не будет, скорее всего. Но вроде все нормально. Под снегом, конечно, красиво. Дымом пахнет. Здесь прямо тепло. Зашел и сразу не понял, думаю, где Карлос потерялся. Потому что обычно он залетает быстрее меня и сразу на кровать. Карлос дома. Пусть греется. Прикормку взял. Нужно будет прикормить место. И на днях приду рыбачить. Скорее всего, на несколько дней с буржуйкой. Нужно будет только продумать, где я ее установлю. Не знаю, поместится ли она здесь сверху на эту печь. Ну, либо придется из кирпичей сделать какой-то помостик дополнительный. И дымоход вывести туда, в то же отверстие. Попью чаю и пойду попробую, сверлить ли бур. Потому что еще, когда я последний раз им пользовался, он очень плохо уже сверлил. Там слезались на ножах эти винты, шлицы на винтах. И я не мог их поменять. Вот. Но прошло уже, считай, 2 сезона. И он простоял так в углу. И непонятно, как он будет вообще бурить. Будет ли вообще бурить. Попробую хотя бы 1-2 луночки пробурить, чтобы закормить. А тогда уже дома буду с ним разбираться. Я обычно, как всегда, хожу спонтанно, неподготовленно. Я снова с собой взял аккумулятор от электропилы и насадку Powerbank. На морозе все аккумуляторы, камеры, телефон быстро разряжаются. Поэтому удобно с этой штукой. И еще ко мне пришла часть посылки. Тоже подобная насадка на аккумулятор, только уже с фонариком. Дома попробовал. Неплохо так светит. Сейчас покажу. Так. Вот точно так же одевается. И вот такой вот фонарик. Не слабо так светит. Я думаю, что надолго его будет хватать. Удобная штука, мне нравится. Я думаю, это используют строители, но я планирую его использовать для рыбалки ночной. Неплохо таким прожектором на поплавки направлять.
Как раньше, может, помните, были карбидные лампы, и ночные рыбаки зажигали и так всю ночь с карбидкой ловили. Сейчас можно вот так вот от аккумулятора. Ну все, немного отдохнул. Беру тазик для прикормки и на речку. Рыбку нужно покормить, чтобы подошел крупный лещ. И надеюсь, что, может быть, даже сегодня что-то будет. Но, как правило, это на второй, а то и на третий день подходит рыбка. Но я сегодня высыплю побольше прикормки, чтобы прийти завтра или послезавтра, посмотрю по ситуации. Солнышко вышло красиво-то как. Я понял теперь, куда делать палку от подсака. Когда был сильный мороз, но и одновременно сильная волна, и лед не мог установиться, волной его постоянно ломало. И вот такие наледи, вот такие вот куски льда, как намерзли на бревна от сижи, такие же наросли и на палку от подсака. И она под своим весом просто-напросто отломалась, вырвалась оттуда. Теперь нужно найти свал в глубину метров 6. Да, с таким буром точно не замерзнешь. Очень плохенько он сверлит. Очень понемножку снимает. Не знаю, почему так. Вроде как попробовал, ножи острые. Может, углы неправильные. Не пойму, в чем дело. Но плохо будет. Фух. А лед не такой уж и большой, как я думал. Сантиметров 10 монолита, а сверху уже такой коржи снег, промоченный водой и замерзший. В общей сложности, ну, сантиметров 15-17, ну, до 20. Сейчас удочкой проверю глубину. Нужно убедиться, что я уже отошел от свала и уже за бровкой на плато. Где-то 5-6 метров должно быть. Все, чертик на дне. Но похоже, здесь меньше, чем 6 метров. Почти 5 метров, где-то 4,70. Возможно, это потому, что сейчас уровень воды низкий. И, скорее всего, я уже на том месте, где надо, именно внизу бровки. Но на всякий случай попытаюсь просверлить еще одну лунку метров через 5, может быть 7. И там тоже промеряю глубину.
Да, сантиметров 15-16 лед. Сначала показалось, что здесь глубже. Я попробовал отмотать еще лески, но на самом деле всего лишь сантиметров 5-10 увеличилась глубина на расстоянии 7 метров. Поэтому это уже явно за свалом. Можно, в принципе, и первую, и вторую лунку закормить. Высыплю туда всю пачку. Сейчас замешаю в тазике и закормлю 2 луночки. Кормить буду без кормушки, прямо сверху. Поэтому сделаю такую довольно плотную прикормку. Мелкие частички, которые не успели намокнуть, разнесутся течением и будут приманивать рыбу с далеких расстояний. Ну и во вторую лунку половину. Ну что, место закормил, а теперь нужно его как-то отметить. Потому что если я вернусь, а пройдет хороший снегопад, то лунки будет найти практически невозможно. Даже если и отмечать GPS, но это я и особо не умею пользоваться этим GPS. Поэтому по-простому, по старинке пойду сейчас проверять фотоловушки, снимать. И заодно принесу 2 веточки, ставлю их в лунки, они вмерзнут в лед. И в следующий раз я четко пройду на подкормленное место. Надеюсь, что завтра, ну, скорее всего, завтра. И просверлю рядышком. И не сомневаюсь, что рыбка будет меня ждать. Погодка, конечно, сегодня замечательная. Ветра почти нет, практически полный штиль. Солнышко. Тепло, хотя и мороз. Ноги только подмерзают. Сейчас буду включать свои электроботинки. Вот так подсоединяю штекерки на одном и на втором ботинке. И подключаюсь к пауэрбанку. Вот такие вот электрические современные гаджеты. Все, проводок не мешает. Начинаю отапливаться. Только проговорил о том, что ветра совсем нет, практически полный штиль. И он сразу же напомнил о себе небольшим порывом. Да, я усовершенствовал свои электрические стельки. Я говорил, что электрическая часть в них проходит по меньшему размеру. Там такие линии отреза. Если у вас размер ноги меньше, чем вся стелька, то можно вырезать под свой ботинок. Так вот, я так и сделал. Я вырезал по меньшему размеру и протолкнул стельку вперед, впритык к самому носку, к пальцам. И приклеил ее на двухсторонний скотч, чтобы она не скользила туда-сюда. И получается так, что теперь пальцы у меня обогреваются. Уже ощущаю тепло, замечательно. Вот. А пятка, но она не так у меня лично подвержена
холоду. То есть я не ощущаю, пятки у меня не замерзают, а вот пальцы замерзают. Поэтому я отрезал ту часть, которая не обогревается, которую можно отрезать. И сместил максимально вперед к пальцам. Теперь вообще все в порядке. Так, в общем, теперь я иду, попытаюсь найти свои фотоловушки. У меня вечная проблема с их поиском. А потом вернусь и попробую немного половить. Возможно, за это время какая-то рыбка уже подойдет на прикормку. Ловушки я поставил в новых местах. И теперь, когда засыпано все снегом, ориентиры совсем по-другому смотрятся. Тяжело будет найти. Сначала пойду на дальнюю. Если ее отыщу, тогда уже эту, которая недалеко от землянки, будет проще. Карлоса не хотелось мучить, морозить здесь по холоду. Так бы с ним было проще отыскать. Он уже по своим тропкам бегает и интуитивно бежит, ну, там, где мы уже ходили, ловушки. Очень часто выводил туда, куда нужно. Писали в комментариях, купи ему одежку для собак. Но я посмотрел по ценам, так дешевле мне костюм тройку купить, чем ему какую-то одежку. Я так еще подумал, купить себе можно пуховик какой-нибудь зимний, отрезать 2 рукава, проделать в них 4 дырки под лапы. Будет неплохая ему куртка. Получше, чем те, что, наверное, продаются. А у меня останется пуховик без рукавка. Накружил я уже так прилично. И никак пока не найду. Вроде понимаю, что где-то рядом. Помню, что где-то было вот так вот прямо накопано, нарыто зверем. А как это под снегом обнаружить? А самое обидное, что аккумуляторы там стоят слабенькие. Долго не продержатся. Ладно бы, стояла бы она здесь долго. Наснимала много. А так разрядится. И толку от нее чуть. Я понимаю, что когда-нибудь да найду. Если не в этот раз. Снежок растает. Будет уже более похожие пейзажи. Да еще и дома посмотрю на видео, где я ставил, увижу какие-то ориентиры. Вот. Я-то не переживаю, что отыщу ее. Не нашел дальнюю фотоловушку. Придется хорошенько просматривать видео, вспоминать, где я был. Иду на ту, которая недалеко от землянки. Надеюсь, хотя бы ее найду. Ой, тяжело так по холмам, по горам бегать. Нашел вторую. Ух ты, здесь даже следы. И косуля подходила посмотреть, обнюхать. Фух. Сейчас гляну, сколько на ней снимков и сколько энергии осталось в аккумуляторах. Аккумуляторы еще в порядке.
Снял фотоловушку. Дома посмотрю, кто на нее попался. И выставлю в конце видео. Сейчас возьму удочку, проверю, не подошла ли рыбка на прикормленное место. Может быть, плотва уже, она довольно шустрая и, как правило, первая приходит на прикормку. А может быть и подлещик, а может быть еще никто не пришел. Сейчас проверю. Я, конечно, небольшой профи по безмотыльной ловле, но в принципе у меня получалось, ловил и леща, и плотву. Но сейчас пока не клюет. Видимо, рыбка еще не пришла. Попробую на второй лунке немного. Нет, я ошибся. Здесь сантиметров на 15 меньше, чем в той лунке. Забыл взять с собой веточки, чтобы отметить лунки, чтобы потом их найти без проблем, если засыпят снегом. Пойду к берегу, отломаю несколько камышин или каких-то веток. Было 2 поклевки, жаль, не удалось их заснять. Но радует, что они в принципе уже были. И рыбка где-то рядом.
Думаю, что завтра будет уже намного лучше клевать, тем более если ловить на мотыля. Не знаю, многие говорят, что на безмотылку можно ничуть не хуже, чем на мотыля, но у меня пока так не получается. В общем, поймал окуня и плотвичку. Вот они, нормальная плотвичка и окунек. Я уже переживал, как же идти домой. Найк, Тимофей будут негодовать, если я снова приду без рыбы. Ну, хотя бы по одной рыбке будет как отмазка до следующей рыбалки. В общем, буду собираться. Побегу пораньше в сторону дома, чтобы успеть подготовиться, сделать прикормку. Вот, подготовить удочки. Надеюсь, что завтра приду сюда же порыбачить. На этом буду с вами прощаться. Всем мира, добра, здоровья и до встречи, надеюсь, скорой встречи в следующих видео. Пока-пока. Здесь прям речушка образовалась. В разломе в трещину начала выходить вода. И она постепенно размывает. Лед не настолько толстый, чтобы выдержать ток воды. И со временем здесь может быть хорошая промоина. А потом ночью замерзнет небольшой слой льда. И если еще и снежок выпадет, то можно, конечно, угодить так в такую промоину. Так что всегда нужно быть аккуратным на льду. Где-то здесь должен быть ручеек, на котором я хочу поставить мини-гэс. Да, вот он. Полностью замерз. Не слышно, чтобы где-то бежала вода. Тишина. Этот ручей разделяется на несколько русел. Если их всех пустить в одно, то мне кажется, что будет достаточно мощный поток, чтобы раскрутить мини-турбинку. Утки бедные кружат, не знают, где приземлиться. Я их спугнул только что с камыша. И они уже третий круг наматывают и не знают, где им садиться. Не знаю, почему они не улетели на юга. Может, тоже думали, как и я, что лед не станет в этом году. А тут вот такая вот неприятная для них ситуация.